Церковь в Чикаго была украшена так, словно готовилась к самому светлому празднику. Белые лилии стояли в высоких вазах, их тонкий аромат смешивался с воском от сотен свечей, отражающихся в витражных окнах. Все вокруг дышало торжеством, кроме самой невесты. Эмили стояла у алтаря в белом платье с длинным шлейфом, тяжесть которого казалась не столько материальной, сколько душевной. Взгляд ее метался от двери к лицам гостей, которые сначала терпеливо ждали, потом начинали переглядываться и шептаться, а вскоре их тихий говор перерос в нарастающий гул. Каждая минута промедления становилась ударом в ее сердце. Холодное ощущение одиночества разрасталось внутри, словно в огромном зале, полном людей, она оставалась единственной забытой фигурой. Когда время окончательно показало, что жених не придет, кто-то из родственников взял ее за руку и мягко вывел из церкви. На улице встретил дождь. Он падал крупными каплями, стекая по лицу Эмили, и невозможно было отличить, где слезы, а где небесная влага. Шелковая ткань ее платья темнела и тяжела от воды, шлейф волочился по мокрому асфальту, как символ рухнувшей мечты. Каждый ее шаг отзывался в груди болью, словно сама земля не принимала ее движения. В городе все казалось равнодушным. Машины проезжали мимо, редкие прохожие бросали короткие взгляды, но никто не останавливался. И вдруг на одной из пустынных улиц, в тени старого кирпичного здания, она увидела фигуру. Мужчина в поношенной куртке сидел, прислонившись к стене, будто давно привык к холодному камню за спиной. Его лицо было усталым, но не озлобленным. Взгляд, который он поднял на Эмили, не содержал ни насмешки, ни жалости, только странное, тихое понимание. Он снял свой потрепанный плащ и протянул его ей. Пальцы у него были замерзшие, но в этом простом жесте было больше тепла, чем в роскошной церемонии, из которой она только что сбежала. В тот момент Эмили впервые за весь день ощутила не пустоту, а поддержку. С этого вечера их пути переплелись. Его звали Майкл. Когда-то у него была жизнь, которую многие сочли бы успешной. Дом с большими окнами, работа, приносившая уверенность, и друзья, окружавшие его на шумных вечеринках. Но предательство лишило его всего, и теперь он жил на окраинах, избегая прошлого. Он говорил мало, но каждое слово было выверено опытом, и в этих простых фразах Эмили слышала куда больше силы, чем в громких обещаниях ее бывшего жениха. Шли месяцы. Они сняли скромную квартиру с облупленными стенами и маленькими окнами, куда почти не проникал солнечный свет. Но именно там Эмили впервые научилась радоваться мелочам: запаху дешевого кофе по утрам, звуку шагов Майкла, возвращавшегося вечером с работы, хриплому смеху, который появлялся все чаще. Она училась быть счастливой без одобрения семьи и без чужих взглядов, оценивающих ее жизнь. И все же прошлое не отпускало их обоих. Однажды вечером, когда они ужинали при свете свечей, электричество снова отключили, Майкл заговорил о том, что скрывал. Его голос был низким и усталым, но в нем звучала честность. Когда-то он был богатым предпринимателем, у которого все отняли те, кому он доверял. В его признании не было горечи, лишь тень прожитого. Эмили смотрела на него и понимала, за потерями и шрамами скрывалась настоящая сила. Не та, что измеряется деньгами или успехом, а та, что проявляется в умении выжить, снова доверять и давать тепло даже тогда, когда сам обделен. Она осознавала, что ее новая жизнь начиналась именно здесь, не та, о которой мечтали родители, не та, что должна была завершиться у алтаря, а та, которую она выбирала сама. И в этом выборе впервые не было страха. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.